А можно лечь? А? О! Нырять будем? Да? Форель 1650. Душевно это. Так, пошли их шашлыки. А вот шашлыки очень прилично. О, торт Наполеон. 680. Что-то вы вспомнили, заулыбались. Я вспомнила. Вспомнила. Нырять будем? Нет, здесь глубоко. Нырять только там. Ничем вас не удивишь. Наверное, давно живу. Ну да. Давно живу, Игорек. Это ресторан, Валентина Ивановна. Ох. Вот 16 девушек, представляющих. Да, красавицы. Каждая девушка Да, представляла одну союзную республику. Да, да. И вот его недавно отреставрировали, все восстановили, все обзолотили, все сделали как надо. Чтобы действительно было, понимаешь, красиво. Ну, подойдите. Юрика потеряли. Присаживайтесь, Валентина Ивановна. А можно лечь? А? О! Нырять будем? А? Нырять будем? Нет, здесь глубоко. Нырять только там. Надо спасательный круг. Тихо, тихо, Валентина Ивановна. Не надо туда наклоняться. А то гранит скользкий. Потом вас вылавливать надо будет. Ну и что, подумаешь, спасатели прибегут. Им тоже Пока не работа. прибегут. Слушай, буль-буль карасики. Хорошо, тепло, хорошо, солнечно, здорово, очень здорово. Ой, Игорек, смотри, невеста. Смотри, какая невеста. Подойдем? Подойдем? Сумку не забывайте. Сегодня пятница. Да. Да. Я всегда жалею шлейф, когда она кончит свое хождение по выставке, от этого красивого платья, боже мой. Ну а что, выкинет, да и все. Она же надеется, что один раз замуж не будет Нет, но это выходить. платье всегда, Игорек, сохраняют. Ты понимаешь, все. Ладно, посмотри, как мы, посмотри, всё. Вот, смотри, как ее учат стать. Девушка, у тебя Жених в свадьба. сторонку отослал. Да, у тебя свадьба. И не слушай никого, а сделай так, как хочется тебе. Ой-ой-ой. Лиф очень красивый, Игорек. Что? Лиф, у платья лиф красивый. Ну, жених с невестой. Слушай, это что? А? Это что? Жених вот он, с цветами. Обалдеть. Что, вам не нравится? Душ. Слушай, ну Молодой сильно? уж больно сильно. Она не сильно. Нет, ну она тоже молодая. Нифига, погляди внимательно. Что, красивая девушка. Вам не нравится? Почему? Мне все нравится. Понимаешь, как тебе сказать? Может Ну, быть. букет, конечно, это не невестин. А? Ну, мучиться надо. Зато И кроссовки. Вот трясай. самое главное удобно. Сними кроссовки, сними. Это бесподобно. Вот, это самый шик. О, а плечи-то и... В наше время такого себе не позволяли. Невесты на каблуках были, да? Не только на каблуках, уважали. Ну, понятно, если всю выставку пройти,
То, конечно, кроссовки, свадебному платью сейчас самое оно. Без... Пошли дальше фотографировать. Подожди. Вот я смотрю на ее спинку. Ничего. Ничего. У меня тоже есть одно вечернее платье. Тоже со спинкой. Ой. Ты знаешь, как-то вот молодежь, это такой день, который запоминается. Правда, у них сейчас он не запоминается, он бывает 1, 2, 3 такой день. Ну, все. Смотри, еще раз 20 замуж выйдет, да? Вот я и говорю, понимаешь, в чем дело, да. А Еще вообще-то... таких платьев будет не одно. Да, но потом уже стараются не столько белое, а какое-то еще что-нибудь такое, такое, знаешь, интересное. Нет, а нам с тобой повезло. Ты представляешь, дождик прошел, да? Да. И все, и пришло солнышко, и слава богу, очень хорошо. Вот так. Хотя бы ради интереса сними вот эти цветочки. Они хоть немножко Как напоминают они называются, не знаете? флоксы. Как? Флоксы. Это флоксы с ароматом, флоксы с запахом. Ну, Но они, подойдите, но понюхайте. они приличные. Они приличные. Ой, аромат балдежный. Балдежный. Да, я даже издалека чувствую. Угу. Аромат очень хороший. Муа. Хороший. Пошли, все. Вот А это что уже... там в Армении, Валентина Ивановна, скажите? Интересно. Там сказала я тебе, там какое-то необыкновенное кофе, раз, какой-то необыкновенный жареный сыр, 2, а вот 3, прости, я забыла. Но это надо посмотреть, вспомню. А вот Так там что, кафе или что? Нет, там ресторан. А, ресторан. Дело в том, что я хочу тебе сказать, мы в Армении, когда у нас были книжные ярмарки, всегда отмечали корпоратив. Там очень здорово, очень хорошо, так как у меня хозяин был армянин, то сам понимаешь. Только Сам. в Армении, да? Сам Бог велел здесь, да. И Именно очень- здесь вы отмечали? Здесь отмечали именно. Заканчивалось в 20-м или в 57-м павильоне, где у нас выставки были раньше. И сюда мы А перебазировали. это, по-моему, 68-й Армения. А мы не читали, он просто Армения называл. Вот опять начинается. Вот они, мне сегодня розы доведут. Что, опять не нравится вам? Дохлые. Дохлые. А здесь просто... Ты был здесь, нет? Я Вот посмотри, здесь просто интересно посмотреть. в Армении Там- внутри там- не был. Нет, нет, в Армении я тоже не была. В Ереване я тоже не была. Нет, я имею в виду здесь, Нет, в и даже павильоне. и в настоящем Ереване не была. Не были, да? Нет, не была. Я Многие тоже не был. республики проехала, и все среднеазиатские, и все прибалтийские, и Дальний Восток. Вы в Средней Азии были? Была все. А где именно? Абсолютно. И Казахстан, и Узбекистан, и Туркмения, все было. Абсолютно. Вы там по работе И были? По или- работе и путешествовала. А, и На Иссык-Куле была обязательно. Это Киргизия. Была, да. Абсолютно. Ты понимаешь, везде была изумительно. О, проходите, давайте зайдем Давай. в Армению. О, здесь прям сидят уже, видите, Да. на входе. Здесь есть места, да. Вон есть свободно. Вы здесь сидели, да? Нет, нет, нет. Нет. Нет, Игорек, мы здесь не сидели. Что говорите, Я говорю, здесь мы не сидели, мы сидели там. в ресторане? Конечно, нас было больше 40 человек, сам по А, вот суде. Арарат. Конечно, 40 человек. Вот посмотри. А, вон там что? Да. Это вот тоже он и есть ресторан, да? Да, да. Нет, и там тоже вот А там есть. что? А сейчас немножко видоизменили. Игорек, я не знаю сейчас что. Можем посмотреть Давайте и там, зайдем, и там. Да. посмотрим. Давай посмотрим там и там. Наверное, девочки были здесь все же. Вот в этом месте? Мне кажется, да, и они мне не сказали. Они просто сказали о том, что есть. А. Что пишут? Это бар называется. Бар? Бар.
всякие напитки разные, Валентина Ивановна. Да. Коньячок. Нет, это... Нет? Нет, нет. Коньяк не пьем, Валентина Ивановна? Нет, коньяк сегодня не пьем. Сегодня только или как? Сегодня только. Сегодня только. Сегодня. А это что? Похвала. Сейчас. Сырные ассорти с сухофруктами. Шарль Азнаур, Наири. Вин. Армения, отборный. Ани, вот. Вот один из хороших коньяков. Какой? Ани. Какой? Вот этот Ани. Ани. 7 лет, да. 30 лет. Да. Нравится вам? Да, и девочка нравится тоже, и он очень мягкий. Ну вот кофе, да? Вот этот, наверное, вы имеете в виду? Наверное, сейчас спросим. А смотри, чай черный и чай зеленый чабрец, слышишь, целый литр 250 рублей. Дешево. Ну, Да. Кофе натуральный по восточному. по, на на песке 250 рублей. О, тархун даже есть, смотри, пожалуйста, тархун. Это их не так. Все, пошли дальше смотреть. Вот смотри, какое шампанское всего стоит. 110, там, 1100. 1100. А мы с тобой по 200 грамм на 1100. А что, думаете, отдали. хорошие? Нет, они же здесь все разные. Да? Да. Абрикотиновый. Ха-ха. Абрикотин появился. Ха-ха. А что это? И как его? Господи, Ну, пойдемте дальше. забыла. Абрикос. А здесь бренди написано. А здесь бренди написано. А это ликер был. Ликер, а это бренди. Да, ликер это сладкое. Вот. Вот кофе, пожалуйста. Все. Ну, это вот эти. Это арабика. вот и да, это Лучше- зерна. Все, да, посмотрели, все. Все посмотрели. Лучше прекрасно. белуги нет, да, Валентина Ивановна? Чего говоришь? Лучше белуги нет. Да, мой хороший, да. Вот видишь, здесь все же боль. Так. Что вы там увидели, Валентина Ивановна? Я посмотрела, я думаю, это водка вот тут, а это вино пока. Вино? Вино. Мгм. Так, пошли наверх, посмотрим. Так, а там что, тоже ресторан? Здравствуйте. Спасибо, Вон все, спасибо. все вас хвалят, Валентина Да, Ивановна. да. Ну так. Игорек, девушка-то у тебя подходящая. Да. Это ресторан, Валентина Ивановна. Зайдем? Посмотрим, да, посмотрим. Здравствуйте. Пока, да, вот мы хотим осмотреться, спасибо. Ну, посмотрите. Здесь были ваши девчонки, Валентина Ивановна? Не знаю, мы сейчас спросим у девушки. Скажите, Вот девушка, Валентина Ивановна. сыр жареный у вас? Сулугуни жареный, да. Значит, я просто спрашиваю, что спрашиваю. Все, ну да ты ешь. Я-то не ем, это только для тебя. Так, Ну, и понятно. кофе Кофе тоже есть. тоже есть. Здесь, да? Да, так что, Что, будем кофе? ну, ты хочешь? Не, я у вас спрашиваю. Я лично нет. Нет, ну чего? Нет. А ты? Ну, как-то вы... Давайте попьем. А? Кофе Кофейку. выпьем. Все. Ну, и сулугуни А попробуем. ты кушаешь или? А вы не будете? Ай, у меня же лактоза. Чего? У меня лактоза. Ну, Я бы давайте. с удовольствием. Ну, вот сюда. Не, вот сюда давайте. Давайте. Валентина Ивановна, Спасибо. присаживайтесь сюда. Сядем сейчас. Хорошего вам отдыха. Спасибо. Сядем все. Уж гулять-то гулять. Как хорошо. Ты тоже все сними, посмотри, как здесь красиво. Так, но мы были вот там внизу, составлялись столы на 50-60 человек. Все, а от этого ресторана, отсюда. Давай посмотрим, все, рисуем. Армянский коньяк. Я думаю, что такое? Текила. Ну это
Винная карта. Нам не надо. Нет, это уже кончен. Богатые Вот свечи. меню. Так, все. А, Анна, первый раз вас в очках вижу. Так. Даже есть куриный суп с лапшой. Харчо есть. Не захотел еще кушать, надеюсь? Не, вы что, Я... Вот так, вот В да. Белоруссии наелся. Вот ихние всякие, смотри. Долма, из телятины, баранины, и все, жареный суп. Вот он, жареный сулугуни есть. Сколько он стоит? Ничего себе она стоит. 780. Ну, нормально. Ну, конечно, на фоне другого я с тобой согласна. А, на фоне другого. Так, жаркое и по-армянски тоже прилично стоит, всего 880, очень даже. Абсолютно. А вот корейка телячья 2300. А баранина с овощами 1960. Так, рыбка. Лосось 1960. Себиус 2100. Форель 1650. Душевно это. Так, пошли их и шашлыки. А вот шашлыки очень прилично. Посмотри, ты посмотри. Шашлык из свиной шейки всего 880 рублей. А шашлык куриный вообще 720. Надо было сразу сюда идти. И только шашлык из телятины 1560 рублей. Вот так вот и все. Все. Люля-кебаб. Это кусается 1260. Так, из баранины, из телятины. О, а из телятины вообще 980, а из курицы вообще 880. Овощи на мангале, шампиньоны, шашлык. Шашлык из картофеля. Вот этого я в жизни не знала. Ты знал такое? Ну, он просто на мангал, Нет. на шампунь накалывается. Голубчик, делается. прям написано шашлык из картофеля. Так, так, хлеб. Хлеб. О, хачапури. 880. А 2 сыра 980. А с зеленью и сыром 980. А хачапури лодочка 680. О, да, хачапури кусаются. Сколько И- хачапури? 680? Да, лодочка. Мучное изделие в виде лодочки с сыром и яйцом. А с зеленью и сыром, шпинатом, кинзой и луком. И все. Здесь везде с сыром. А, А вот обычный кавказских лес какой-то женглялов-хац, лепешка с начинкой из ассорти из зелени. И всего 320 рублей. Вот так. И вот еще матканаш из нашего тындера. Всего 280 рублей. И армянский лаваш всего 280 рублей. Очень прилично есть. Выбрать есть из чего так. Это мы так, пролистали. а кофе. Вы говорили. Сейчас не дошли. Так, вина, крепленый десерт, розовые. Спасибо большое тебе. Тебе удачи, хорошего дня. Ну, что там? Кофе я еще пока не нашла, я только от вина немножко прибалдела. Средняя бутылка, Игорек, стоит 3-3,5 тысячи. Средняя бутылка вина 3-3,5 тысячи. Ну, это дорого или нет? А? Дорого или дешево? Очень дешево, не пьем. Вообще не пьем. Не пьем? Ня. Ня. Сейчас, а водки, что-то я не вижу, коньяка и водки я не вижу. Это вот винная карта. Я вот и смотрю. А, вы ее взяли, да? Я и смотрю. Вот красные вина. Что, по 100 грамм, что ли, здесь сделали? Да, 125. Добрый день. Здрасте. Я Мила. Сегодня буду вашим официантом. Так, Выбрали? добрый Мы вечер. пришли кофейку попить. Есть у вас кофе? Конечно, есть барная карта. У нас вот здесь. Вот мы ее смотрим, что-то не Ну, нашли. сказали, мы что у вас кофе вкусный здесь. Смотрите, есть эспрессо, американо, двойной эспрессо, айс кофе. Это холодный со льдом. Не, ну нам- Капучино, латте, глиссе, раф и кофе по-восточному на песке. Валентина Ивановна, вы без кофе без Я- этого, без Я молока? только без молока, обычное кофе. Американо, да? Да, Да, одно американо. Ну, американо. а мне латте сделаете? А тебе с молоком. Ну, а я с ней люблю, да. Десерт.
Будете чем-нибудь? Я десерт? нет, ты сыр будешь жареный есть? Не, я тут будешь, наелся всё. тоже. Тогда только сегодня кофе. Два кофейка, Хорошо, спасибо. сделайте. Мы к вам Спасибо. на разведку пришли. Мы пришли по разведку, чтобы сюда. У нас здесь. А, я видел. А что там? Тогда готовим. Не, я вам показала девушке десерт, где искать. А, хорошо. Приятного отдыха вам. Спасибо. Покажи мне, где искать десерты. Ну давай, я еще не изучила. О, торт Наполеон. 680. Тирамису тоже 680. Что, Наполеон, может, взять вам Да кусочек? что ты не избави А Бог. что, Валентина Ивановна? Да прям. И штрудель яблочный 680. Ну, вы что бы взяли там? А? Что бы взяли там? Я бы взяла. Ты знаешь, здесь ничего. Почему? А потому что я тебя отведу в вкусная точка, и ты у меня будешь есть мороженое за 55 рублей рожок. И получишь истинное удовольствие, и я. А это нет. Ня. Ты понимаешь, вот здесь тоже есть мороженое с вареньем из лепестков роз. И что? 640 рублей. Это сколько морожков съеден на него? Ну же ресторан, Валентина Ивановна. А не в этом дело. По ощущениям. Ты понимаешь, по ощущениям. Как вы говорите, неинтересно, да? Да. Ты же купил тогда мороженое. Ну это же было. Так потом написали в комментариях, что в рожок, что туда из одного автомата наливают, Валентина Ивановна. А его испортили вареньем, А, ну это... и сделана цена 110 рублей. Так можно было без наполнителя взять. Ну это варенье, это наполнитель считается. Ну, Да. А зачем он нам? А где она тебе кофе показывала здесь? а где-то там тоже. Давай буду искать сейчас. Сейчас, Ладно, подождите. десерты. А, пицца, гарниры. Слушай, Игорек, ты посмотри. Игорек. Ау, говорите, я Картофель слушаю. по-домашнему с грибами 580. Кто? 580 с грибами. Картошка, с гри- картошка. картошка. Картошка с зеленью 440, а фри 380. Дорого? Дорого. О, слушай, кошмар. Чего? Да. Что не так, Валентина Ивановна? Нет, здесь очень дорого, в этом плане очень дорого. Овощной букет – ничего. Зеленая грядка – ничего. Баклажанная икра – ничего. Перец острый – ничего. Ассорти заливок в масле – ничего. Так, а дальше? Вот сырная тарелка уже 1460. Ассорти из сыров – 1260. Овечий сыр – 780. Говяжий язычок – 960. Мясной сундучок – 880. О-хо-хо. Вот Лежи, всё. голубчик, Изучили. лежи. Меня больше всего вино заинтересовало. Вино сказали недорого. Или дорого? А? Вино Очень сказали дорого? Ну, бутылка 12 тысяч. А, Ну, ну вы 12. сказали за 3 там. Есть 3,5, 5 есть, 6 есть, 4 300 есть. Здесь разные, а вот есть и 12. А до коньяка я тут даже не увидела. Я его ни водки, ни коньяка не увидела. Белые, игристые, а вот водку, коньяки ищу, никак найти не могу. О, Латте. спасибо. Ваш американо. Спасибо. Ой, вам, Валентина Ивановна, без молока. Спасибо. На здоровье. Выбрали еще что-то? Да нет, мы кофейку попьем. Ага. Спасибо. Сахара вам, Надя, еще. Аня, а ты тоже, Не, я без сахара пью. как это? У тебя что, диабет? Не. Причем здесь? Почему сразу диабет? Ну, потому что люди стараются не пить, у кого диабет. Ну это А, само собой. а почему? Не выпить вкусно? Почему Не, не выпить оно вот вкусно? с молоком, она уже А. сладкая. Ох, какая у тебя бодяга стоит красивая. Ой, Пенку хочете попробовать? какая. А? Пенку попробовать. Ага. Только всю жизнь мечтала. А, она с молоком, я все забываю. Всю жизнь Видите, у меня мечтала. как Ага. в 3 ряда сделано. А у Валентина Ивановна обыкновенный кофе. А то они прям расхвалили его Весь, здесь. весь сахар мой. Даже я всегда собираю. Мы же, помнишь, в булочной были, да? Я весь сахар забрала у Да, вас. вот еще. Держите. Валентина Ивановна,
А он, еще один. О, спасибо, мой хороший, спаситель мой. Ой, ух. У нас в этих случаях говорят, Валентина Ивановна, не слипнется. Нет, Нет? нет, нет. У меня не слипнется, а иначе невкусно пить. Все, я прочитала все. Ну, Очень, Я очень. и зрители вас в очках увидели. Очень вам идут, кстати, вот эти очки. А я читать стала. Мне просто интересно. Я так давно здесь не была. В Армении давно не была. На танцы ходила, но мы проходили мимо. Вот. А хочешь, я покажу тебе площадку, Да, заберите. где находятся танцы, где этот клуб. Клуб Да, зачем он мне? не нужен? Я всё равно- Не хочешь Я танцевать? все равно туда не собираюсь. Не хочешь А танцевать? мне сокольников хватает. Ты не Валентина пойдешь, понятно. Это вы исследуете там всякие разные. Да. Вы как йога прям ложкой. А? Ну, йоги ложкой чай пьют и кофе. Я пробовала, он очень горячий. Мне захотелось попробовать вообще, что это такое. Ну и Но это not. невкусно. Хороший кофе, но чтобы глаза закатить не получится. Так вы же меня сказали, что А здесь... я сюда пришла по наводке наших девочек, Теперь которые вы- каждый раз сюда приходят и просто в восторге. Ну это, наверное, смотря какой кофе еще брать. Ну почему какой? Зерна-то одинаковые, ты понимаешь, что у тебя, ну, что у меня. Кто-то там берет с этим, с молоком, кто-то там с корицей, кто-то... Вы, кстати, корицу любите? Вообще, Вернее, нравится в она булочках люблю. Булочках. А вот если в в кофе? этих я не пила, не буду говорить. Не пили? Не пробовали, вы имеете в виду? Нет, в глинтвейне только пила. А когда вот в в глинтвейн кофе когда добавляют. добавляют, В нет? кофе не пила, а в глинтвейне пила, когда делали на Новый год. Нет, приличный, ничего не могу сказать. Но глаза не закачу на затылок. Нет. Ничем вас не удивишь. Наверное, давно живу. Ну да. Давно живу, Игорек. И кое-что повидала. И не в одной стране. Есть с чем сравнить. Я да? говорю, да, и не в одной стране. Ну вот, к примеру, где вам больше самый лучший кофе вот запомнился? Греция. В Греции? Тоже без молока, просто пили? Я всегда такое же, да. У меня приятельница была, царство ей небесное, она сейчас умерла. Она то же самое, она любила после моря зайти, мы с ней кофейку возьмем, она еще курила. Я ей обязательно еще... Не, нормально. Горит. Ну-ну. Еще сигаретку выкурить, да? А, кофе с там кофе. было приличное. Вот, и потом мы еще с ней это самое... Я когда курил, тоже любил сигаретки. Ну, говорят, очень вот и вредно. она, вот и она. Мы накупаемся, зайдем, я пью кофе, она кофе и сигаретку. Ну, раньше-то можно было вкурить в заведениях, сейчас везде ведь Да, сейчас практически все везде, да. да. курить нельзя, поэтому уже кофе с сигареткой уже только дома Да, попить можно. Даже на летних верандах курить нельзя. да. А сейчас вообще говорят, 1500 штраф, если куришь на балконе у себя дома или на лестничной площадке. Я посмотрела в своем доме, где у нас курили. Сейчас и банки Никого. исчезли, и все исчезло. Никто не курит. Ну, кстати, сейчас очень много людей бросают курить. Раньше вот во времена моей молодости курили поголовно все почти. А сейчас уже это не модно. Ну, слушай, вот Юрка берет блок сигарет, да? Это для справки, друзья. Юрка, как Валентина Ивановна сказала, это сын. Да, это мой сын, да. Он берет 600 рублей, 660 рублей блок. Блок. Да, БТ. Это в этих в оптовых лавочках, а в обычном магазине он за 800. И А на, ему насколько хватает на блок? неделю не хватает. А блок это 10 пачек. 10 пачек. Грубо говоря, блок это 10 200 пачек, штук. 200 сигарет. На неделю не хватает на 7 дней. Это получается больше пачки в день. Бог, какой больше? Я даже неправду даже сказала, там больше пачки намного в день. 2. Да. Да. Две в среднем это полтора блока получается. Да, 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 да.
Да. Бросайте, друзья, курить. Да. Кто курит. Сейчас, кстати, парадокс я прочитал. Женщины курят больше, чем мужчины. Может быть, такое может быть. Вот. Ну, сейчас модно вот эти вайпы или вейпы, как они Да. правильно называются. Вот сегодня мы ехали сейчас на автобусе на экскурсию, да, и в пробку попали. И мы-то высокий автобус, а внизу машинки. И перед нами две иномарки стояли сбоку. И девки были за рулем. И курили эти Вейпы. вейпы. Дым пускали. Сидели во время этой самой пробки. А от этого вейпа дыма, как от паровоза. От паровоза, ну прям сразу вот так. Он еще там и с водой как-то, ну, короче, гадость редкая. Вы в своей жизни не курили ни разу? Или Нет, я попробовала только. Я попробовала в молодости. И с первого же раза отказалась. Все. А сколько вам лет было? Не мое. 18. Попробовали курить? Да. Так, одну сигаретку или там какое-то Сигаретку. время? Сигаретку, да, сигаретку. Все курили. Компания была. Мы что-то праздновали, и мне тоже дали. Я попробовала, и мне совершенно отвратило. Я сказала, нет, я не буду, это не мое. Я не стала. Не понравилось. Да. Ну, и правильно. Ну, С куревом не получилось. нет, почему не было? Наоборот. Да, я говорю, не получилось. Ну, надо еще сказать, что в те времена еще вообще... Еще не очень было для распространено, женщин, да, курить это практически табу, да. Но у нас вообще Игорек было довольно распространено, потому что, когда я поступила в университет Многие в курили. 1953 году, многие это почему? Вот как мой муж первый, да, они же после армии, 7-10 лет в армии были, они пришли все старше нас, из армии все курящие. Вот. Мой, правда, не курил, но в группах у нас очень многие курили. У нас даже один учился, у него не было одной руки, одной ноги, и совершенно было изуродованное лицо. То есть вообще кошмар был. Вот. И была у нас девочка, и они к 3-му курсу поженились. Ну, У нас- тогда после войны остро ощущалась нехватка мужчин или как? Конечно, ощущалось, и особенно для нас. Это Ну, самое. вы-то еще молодая были. Я когда молодая, что, после войны, 18 да. лет, конечно. 18-19 лет. А Андрей, вот мой, он ушел, его забрали в 16 лет в армию. Это И какой год был? Сейчас я тебе скажу. И он 10 лет просудил. И он вышел только в 1953 году, когда мы поступали в университет. Но он шел-то как экспресс. А он военный был, что ли, да? Да, он был технарем авиационным. А то Да. 10 лет, что-то много. И авиационный технарь был, да. Вот, и вот он попал. Я после школы, а он после 10 лет армии. Вот так. На 7 лет меня старше. И главное, Марк тоже на 7 лет меня старше. У вас прям все четко. Совпадение. Да. Как говорят, совпадение? Не думаю, да? Совпадение. Что-то вы вспомнили, заулыбались. Я вспомнила. Знаешь, студенческие годы были голодные, но веселые, интересные. Господи, все-то мы испытали тогда. И на все эти самодельные концерты в закрытых подвалах ходили, и в театр пробивались по контрмаркам, не сидели, а стояли, все спектакли смотрели, и в «Современнике», и в Вахтангово, и на Таганке, везде все. А уж на концерты, я же говорю, я брала абонемент за Чайковского, который был рядом с домом. И вот я говорю, органные вечера Гарри Гротберга. Я после работы приезжаю, голодная как собака. Андрей приходит и кастрюльку в сумочке приносит. И перед тем, пока начнется, А что в кастрюльке? картошка жареная с котлетами. И я, потому что голодная, потому что я в 7 утра на работу уезжала, а там не всегда удавалось поесть. И я вот быстро съедала,
чтобы от голода не упасть, потому что еще концерт надо выслушать, да? И вот мы все. Потом я, когда была классным руководителем, я заказывала в Третьяковке циклы. Я своих учеников не водила в Третьяковку на один раз, а мы имели цикл, предположим, на 10-12 посещений. И у нас каждый раз было что-то одно. Репин, Васнецов, Айвазовский, Шишкин, Брюлов и так далее. Понимаешь? Каждый раз. То есть нас сажали на стульчики, и нам рассказывали, и это запоминалось, понимаешь? Не просто галопом по Европам пробежал и ничего не запомнил. Здесь и вся жизнь художника, все его картины, и совсем как надо. Я это очень любила. И они любили. И они любили. Было здорово. Ну, и я рада. На голодный желудок ты особо не повеселишься. Ничего. Ты знаешь, я вот очень жалею, что у меня сгорели все открытки, которые мне дети писали на В смысле сгорели, что знаешь? Квартира-то у меня сгорела. Как сгорели? Так, сгорела Ну, от дверного звонка. Да? Давно? Да, в 6. Каком? Наверное, не буду сейчас говорить, наверное, это был 70 какой-то год. Ничего, прям полностью все Я выгорело? тебе сейчас скажу. Значит, от дверного звонка кто-то нам звонил в дверь, видно, долго держал, заискрилось и начало. А муж в это время, он был директором школы, и он пришел на обед. Он открыл дверь и пахнуло на него полностью. Обратная тяга пошла. Обратная тяга. У него сгорели руки все. Он 3 месяца не мог ничего руками делать. Вот. Все, да, у меня сгорела квартира полностью. Остались одни стены, выбитые окна и так далее. И когда я вернулась, а у нас двойное горе было. У меня в это время погиб брат, сгорел брат. Это было 1 марта. Тоже сгорел? Да, брат сгорел 1 марта, а я сгорела 2 марта. Уже, На следующий день. Рок какой-то. Это, подожди, не говори, что это рок. И я ездила оформлять похороны своего брата Бориса. И главное, я когда позвонила маме и говорю, мама, с Юркой ездили, с сыном, я говорю, мы едем домой, но я поеду домой, я очень устала, потому что там морг, все, понимаешь, ужасно это все. Она говорит, Валя, приезжай к нам сразу. Я думаю, что это она меня домой зовет? Я Юрке говорю, нет, Юрка, поехали ко мне домой. Мы только вошли к нам, а у меня дом 9-этажный, каменный. И он весь залит... На каком Нет, этаже вы? 9-й. И О, он... на самом верхнем. Да, и он залит весь водой. Я как прислонилась к стене, я говорю, Юр, я подниматься не буду, нашей квартиры нет. Он, да мать, что, пойдем. Я вхожу, все соседи стоят, смотрят на меня. А я подошла. Ты знаешь, шок полный, потому что я только с похорона и морга, не из похорона, а еще из морга. Я вот как посмотрела, выбитые двери, выбитые окна, стены и все. А помимо вашей много еще квартир? Только одна наша ваша, успели, да? только одна наша. И вот царство небесное моей соседки, Валентине Егоровне, которая сказала, Валя, пошли ко мне. И вот мы месяц жили с мужем у нее, потому что там жить было негде, там все. Ну, понятно. Ну, понимаешь, вот говорят, да. На следующий день я вызвала ЖЭК, тогда ЖЭКи были. Пришла мадам, вся раскрашенная в дубленке, а я вся чумазая, вся такая никакая. На мне что вот было, на мне то и осталось. Причем муж мой уже собирался на пенсию, я его там дубленку купила, знаешь как, чтобы уже все было, да? А мы остались вот в чем есть. Она пришла с какими-то там мужиками и говорит, дверей у меня нет, окон у меня нет, ничего у меня нет. Это она сказала мне, при моем характере. И я открытым ямбом, не называя как, и сказала, очень аккуратненько я скажу, и что же ты, зачем сюда пришла? Я тебя сейчас... И мне ничего не будет, потому что у меня 1-го сгорел брат, 2-го сгорела я. То есть я нахожусь в стрессовом состоянии, а ты мне говоришь, что у тебя ничего нет. Состояние аффекта, да? Состояние аффекта. Она раз и убежала. Все, и мы опять сидим.
друзья ко мне пришли, чем тебе помочь, что. Я говорю, а что здесь можно помочь, когда здесь надо восстанавливать полностью квартиру. Ну, вот хавят наше общество, хавят наше общество. В это время проходил 26-й съезд партии КПСС. И я на съезд позвонила. Да? Да. И кто вам ответил? Я сказала, нет, я сказала, скажите, пожалуйста, сколько у нас советский человек может жить на лестничной площадке? В силу того, что у него сгорела квартира, а со стороны ЖЭКа не предприняты никакие действия, чтобы мне помочь хоть как-то где-то ночевать. Я живу сейчас у соседки. Где вы живете? Какой телефон? Я говорю, телефон сгорел. Телефон соседки могу дать, а живу я вот там. И на следующее утро Валя моя, Валентина Егоровна, говорит, Валя, взгляни в окно, что у нас во дворе делается. Двор забит машинами черными, красивыми. И ко мне поднимается комиссия. Действительно смотрит, что от моей квартиры не осталось ничего. Одни стены. Я живу у соседки, и все. На следующий день приезжает домик, рабочие. И в течение месяца мне квартира восстанавливается. Я единственная сама покупала обои, какие я хотела. Мне все восстановили за месяц. Ну, вы ничего не платили, получается? Ничего. Я Только платила за обои, только да? за обои. Только за обои. Это был 119-й случай в Москве, когда сгорела квартира от дверного звонка. От дверного звонка. Так что вот так вот, в этом плане мне помогло. И вот я к чему и сказала. И там сгорели мои открытки, написанные учениками, которые были мне благодарны за то, что я их приобщила к культуре, к искусству, к музыке, ко всему. То есть это люди, которые были мне благодарны. Я даже их сейчас иногда встречаю. Уже с палочками, старенькие. Они меня еще помнят. А это приятно. Да. Очень. Узнают по голосу моему. Мне да, приходится себя сдерживать. Потому что голос-то поставлю. А, Ну, так. ну да, хоть квартиру. Так что вот первая квартира, вторая квартира. Но это еще не все. Еще, Всё, сгорела, опять? еще сгорела моя племянница. Ух, ё. Три пожара. И я пошла к батюшке и сказала, батюшка, я неверующая, ничего. Я пошла к батюшке и говорю, батюшка, за что же наш Бог нашу семью так наказал? Он говорит, матушка, а ты уверена, что вас наказали? Я говорю, да, я уверена. 3 квартиры подряд. Брат погиб, он сгорел, квартира. В квартире. В квартире он задохнулся, А. он от сигареты. Я говорю, я сгорела, и племянница сгорела. Он говорит, а почему ты А решила? племянница живая? А, как? Ну, сгорела квартира? Да, квартира, третья квартира, Всё, третья. понял, понял. Он говорит, он вас не наказал, он вас испытал. Сколько вы можете вынести? Так что это не наказание. а Ничего это себе испытание. Это испытание. Вот так. Так что после моего пожара я помогала уже племяннице. После испытаний вы прошли, по идее, должен одарить был, озолотить. Нифига. Ну вот, я тебе говорю, вот так испытал. Вот так. Так что очень жалко. Там хорошие вещи сгорели. Сгорели письма моего дяди Пети, который погиб в Шепетовке на Украине. Он был комдивом там. В первые же дни войны он моему папе писал, какие письма. Он ему очень аккуратно писал, и даже военной цензурой много было черным вычеркнуто. Вот так. Вот. Но он сразу писал, что моему папе, Иван Никонорович, что-то нас ожидает, что-то готовится. Девушка, посчитайте. Что-то нас ожидает, что-то готовится. Ну, Эти письма. посчитайте нам. Карты или наличными? Картой. Хорошо. Вот, так что, видишь, и эти письма сгорели. Ну да, вот это. Ну, много и фотографий каких-то всяких. Это само собой. А потом, вот когда Малахов хотел еще раз меня пригласить
на, У вас еще впереди. нет, на передачу. Но там было поставлено условие что-то, какой-нибудь сувенир из детства, какую-нибудь елочную да. игрушку. А они сгорели. Никакой елочной игрушки не было. Я сразу сказала, нет, никакой елочной игрушки у меня нет. Хорошо. Спасибо. Вот. Ну что, пойдем, Валентина? Ну, 2 кофе, Не знаю, сколько мы стоили. 860 рублей. Сколько? 860. И сколько же твое кофе стоило? Ну, ресторан, Валентина Ивановна. Чё Ну и вы сколько оно стоило? Ну, я не знаю, сколько. А я буду знать. Ну, там Интересно, вот. а мне интересно. Там еще листочек. Возьмите на память. Что? Возьмите, говорю. Мне за тобой глаз да глаз должен быть. Чего? Ничего себе кофе пьем. Ну ладно, зато мы, как говорится, опробовали то, что наши девицы опробуют каждый раз, а мы решили сейчас опробовать, да? И мы им спокойно скажем. Что вы им скажете? Ну, что глаза на лоб мы не закатили. Это так, более-менее мягко еще. да? Конечно, да. Было прилично, было хорошо, ничего не скажешь, нормально. Пойдемте. Ну, Нет? Ничего не забыли? Всё? нет, не забыли. Сейчас, подожди, Игорек. Может быть, здесь где-то близко есть Что есть? До Скажите, свидания. Чего есть? туалет далеко? За шторочкой. За шкафчиком? Все, спасибо. Ну давайте я такой павильон Армения. Пока Валентина Ивановна пошла губы подкрашивать, а мы здесь вот, видите, и здесь тоже вот кафе или... Молодой человек, а это вот что здесь, кафе? Или это ваше продолжение? До свидания. А? Это мы на разведку приходили. Дегустация? Игорек, а ты? О, Вино, все, что связано с алкоголем, продается там. И А ты? я уже. Правда? Так быстро? Спасибо. Что, пошли, Валентина Ивановна? Пойдем. До свидания. Пойдем, до свидания. Мне же быстрее. Как знать. Музычка играет, да? Там, да, там музыка играет. Но зато мы, слушай, Игорек, посмотрели, узнали, увидели, да, и все. Так что спокойно, да. Немножко тоже видоизменили. Он немножко был другой. Смотри, сколько народу. Смотри, сколько народу. Да. Все. Там, я спросил, что вот здесь, вот, куда мы зашли, спросил Да, ну, у официанта, что здесь. ну. Ну, вот дегустации проходят. Но Да. дегустации обычно бесплатные, а здесь надо платить. Такая дегустация. А здесь вот, видите, это тоже от Арарата. Да, здесь, Можно да. было и здесь вот присесть на улице. Ну, Да. мы и там нормально, да? А мы и там нормально, там не жарко, не холодно, абсолютно. Единственное, конечно, кофе дорогое. Ну, потому что ресторан, Валентина Ивановна, ну что вы. Но я ничего не говорю, ты понимаешь, это все понятно. Игорек, ну пока мы можем, слава тебе, Господи, как говорится, это полбеды. Как Я- говорится, Валентина Ивановна, только можем, что кофе без сахара попить там. Ну знаешь что, не хами. Захотели бы, что захотели бы и съели бы. Но не в этом дело. Я просто беру в общем таком человеческом масштабе. Понимаешь, чтобы человек действительно вот пошел на выставку с семьей, Ну да. мог зайти, посидеть, поужинать, как-то себя развлечь, чем-то побаловать. Но это довольно сложно. Но там выбрать можно. Там можно сориентировать. Вот я посмотрела цены. Ужин сориентировать можно на приличную цену. Нормально. Единственное, очень дорогое вино. Очень дорогое. Самое дешевое 3500. Ну, мы с вами не вино, мы с вами по пиву ударяем, Ну, мы да? по пиву пока ударяем, да. Слушай, Да. Ключевое слово здесь пока, да? Слушай, пончики ВДНХ. Хо-хо-хо. Чё, хотите? Нет, конечно, теперь куда там? Не, ну вы скромничаете, сколько, Валентина Ивановна. нет, сколько стоит, я хочу узнать. Погоди. Ну, вот с той стороны надо зайти.
А, вот пончики. 100 грамм 99 рублей. Что? Ну вот они, я не знаю, сколько там. Пошли отсюда. Чего? Слушай, я помню советские пончики, советские бублики. Ну вы сейчас И вспомните, эти есть не буду. какие пончики при Принципиально Наполеоне не были. буду. Я ела их, но никогда, они стоят они А того. сколько там в одной порции? 100 грамм это сколько? Ну, две Один штучки, или самые два? две штучки, две, понятно. Две, да? Я тебя все же свожу на эти танцы на ВДНХ. На ВДНХ? Да. Ну, а посмотришь. Только вот я сейчас не знаю, как там. Там интеллигенция. Ну и что? Снимать Посмотри. разрешает себя? Я не знаю, там никто никогда не снимал никого. Но ты знаешь, очень более. приличная была публика. Это вот, слушай, ну вот мы были в доме кино. Ой, Ага. в доме этого самого ученых. Ну, не ученых. Наши туда тоже теперь бегают, ходят, да. Но там тоже другая публика. Там очень много семейных пар, которые приходят со своими мужьями. Все замечательно. Вот так. Но там музыка. Подводит музыка. Плохая музыка, да? Плохая, плохая. Плохая. Ну, какая, медленная, быстрая? или Нет, там? ты знаешь, непонятно какая. Ну, если там тебе молдаванеску дают, еще чего-то дают, еще чего-то. дают? Молдаванеска. А, Господи. И все. Бог знает чего. вам не понравилось там, да? в доме Ну, а этом? как может понравиться, Да, Игорек, да. если билет стоит 500 рублей, Так туда еще и деньги платить а надо? ты как думал? 500 рублей, но это с концертом. Это с Ну, а концертом. танцующих много там было? Среднее, много не было, среднее было. Значит, значит, мы сначала, как говорится, потанцевали, Ага. потом пошли на концерт. Концерт был приличный, А ничего. концерт, что там за концерт? Вот я пошла на молодые голоса Большого театра. А. Мне очень понравилось. А Лена пошла на русские народные песни. Ей тоже очень понравилось. Закончились концерты, мы обратно вернулись, еще 40 минут были танцы. Но они уже были такие абсолютно дохлые, эти танцы, так что все. Смотрите, все идут, вам улыбаются, особенно женщины. Валентина Ивановна. Завидуют вам, Завидует. Игорек завидует. как Завидует. Ты в понимаешь? 91 год так сохранится. Нет, они не да, только. Валентина Они Ивановна? Да же и в комментариях через А, один пишут. Они же чувствуют, Мы понимаешь, говорит, это возраст. Валентина Ивановна, наши адекватные комментарии, я Да, вам да, говорю. я понимаю. А Валентина Ивановна наша путеводная звезда. Да, они и Что, сказали. да, вы от скромности не умрете, да? Нет, я не про Да, это, да. не про это я говорю. Пишут, некоторые пишут, зазвездились вы, нет, Валентина это Ивановна. нет, это могут отбросить, этого мне никогда не Нет, да? свойственно, и не будет. Я тебе просто говорю то, что действительно пишут, но я тебе больше хочу сказать. Люди приподняли свою пятую точку с диванов, оторвались от телевизора и поехали к нам. Посмотри, сколько к нам пришло на танцах из разных городов, из Москвы, из Подмосковья. Понимаешь, в чем дело? Они же подходят ко мне и говорят: спасибо вам, что вы нам дали веру в жизнь, что не все в жизни кончается. Да? Это самое главное. Да А все что там из остальное... Москвы, Подмосковья, из Читы, из Это- да, Владивостока. я говорю, из разных городов. Челябинск, Я те- Калининград. Ну, Владивосток был, Оренбург был, Бузулук был, Челябинск был, Кемерово было. Дальше еще эти самые города, Русское Золотое кольцо, почти все было. О чем ты говоришь? Причем Да. некоторые уже начинают организовывать у себя У себя, танцы. да. Вот что самое главное, что они подняли людей, они дали им возможность поверить в себя и начать совсем другую жизнь. Человек ведь идет на танцы, что он делает? Он себя собирает, он себя приводит в порядок, он себя настраивает. У него уже совсем другое отношение к той жизни, в которой он находится. Он хотя бы себе доставляет какую-то радость. Вот и все. А это самое главное. Он будет жить и будет здоров. Что, пойдемте на центральную. Пойдем. Смотрите, а то, гляньте, какой агрегат едет. Да. Слава Богу, хоть здесь сейчас нет этой дикой торговли. Это уже Да, хорошо. уже.
это уже хорошо. Прогулочные зоны Да, сделали. прогулочные зоны. Очень хорошо сейчас оформили, украсили. Пусть не все так получилось, как хотели, но все равно здорово, хорошо. Люди приходят, отдыхают и получают заряд бодрости. Очень. Посмотри, сколько молодежи, Игорек. Сколько молодежи. Все. Да тут одна молодежь, Валентина Ивановна. А? Блин. Одна молодежь. Нет. Там Начиная был... вами и Ну заканчивая я-то, там. конечно. Ну, ох. Агератум, смотри. О, цветочки Чё? мои любимые. А Агератум. вот эти синенькие? Да, синенький агератум. Лобелии не вижу, а агератум изумительный. И мои опять проклятые розы. Никак. Никак они не разродятся. Абсолютно. Вот здесь хорошо. Красиво? Красиво. Красиво. И горку хорошо сделали. Не из камней, как обычно делается в Японии. Смотри, а разные виды цветов. Смотри, она простенькая, а какая красивая. Смотри, какая симпатичная. Прелесть. Что там увидели? Птички, гляньте. Только какой, то ли воробей, то ли еще кто-то. Нет, точно не Нет, воробей. не воробей, нет. А, это воробей, да. Это воробей. Смотри, какая прелесть. Но он молоденький, маленький. Маленький. Хорошо, хоть голубей здесь мало. Ну да, ну А есть как- он. Нет, ты посмотри, они их дублируют, эти, смотри, горки. Смотри, вот мы смотри. Раз, два, три, Симметрично 4, 5, да. Они горки эти изумительные сделали. Что вы там заглядываете? Бублики. Бублики прочитала. Бублики и кофе. Бублики и кофе. Да. Но эти бублики теперь из другого теста. Из какого? Воздушного. Вам не нравится? Ня. такое? А, Чего? это не бублик. Бублик должен быть твердый, твердое тесто и с чаем сладким. А это что? Может, он такой есть, откуда вы знаете? А я уже брала не раз. Да? Конечно. Все раскритиковали, А ты Валентина как Ивановна. думал? Игорек, на меня теперь не очень угодишь. Вот вы какая А ты приветливая. как думал? Уж если съесть, так съесть. Знаешь, как говорят? Уж полюбить, так королеву. Уж украсть, так миллион. Ну Так да. и это. Чего размениваться-то? Видите, здесь убирают постоянно все. Мусор. Чтобы ни в коем случае не было, конечно. Вот мы с вами и кофе, пиво, все Все у нас было. Все было. смешали все. А в что смешали? Тебе что, плохо? Мне хорошо. И а мне вам? хорошо. Мне отлично. Абсолютно. У нас все было в норме, все было вкусно, все Какой было вы хорошо. голодные остались, Валентина Ивановна. Я Блин, не съели. Я еще и твой поела даже. Мы, А с я- тобой, а я вас- мы с тобой обменялись. Ты мне отдал, как говорится, оболочку, а я тебе содержание. А вы начинку. Да, все. Ой, как плохо. Березки, гляньте как. Ой, Ну, как зайдите плохо. туда, Ой, под как- березки, встаньте, загадайте желание. Наколдовали? Да? Ой, еще одно явление Христа народу. Чего это? О, посмотри. А, это фотозона, Валентина Ивановна. Что? Вот это вы имеете в виду? Да.
Ну там фотографируются люди. Это что, на фоне искусственных цветов? Да. Вон, Да видите? зашибись. Очередь даже. Я сказала, зашибись. Это себя не уважать, чтобы сюда залезть, ради выставки пойти, где такая красота, и залезть в эту бодягу. А вы в какую залезли, Валентина Ивановна? Я бы запросто... Березка, да? Нет, я бы запросто сейчас, если было бы народу поменьше, вон среди вот этих цветочков бы легла, а ты меня бы сфотографировал бы. Это действительно... А вообще, вот ты знаешь... Ромашки там, да? Нет, Игорек, среди бы поля в Подмосковье, где васильки и ромашки, и еще немножко подсолнухи. Ой, ой, Красота, да? красота. Это у нас, когда у меня дача была, там было такое поле. А потом его отдали снова под дачи. И от поля ничего не осталось. А вы вот в Крыму часто бывали? Маковые поля О, видели там? какие маковые? Во-первых, Маковые. маки раз, Не, лаванды само собой, лаванда именно 2, маковые. подсолнухи 3. У меня даже, не знаю, сохранилось это или нет, флешка, когда фотографировали, когда мы просто в эти поля ложились, неслись. Ой, какая красотища была. Ну, слушай, 40 лет в Крыму. Ну, как ты думаешь, 2 раза в год? Ну, А да. на конференциях была 15 лет подряд. В Судаке. А что, только в одном Судаке, что Только ли? в одном Судаке. Там международная конференция. Туда все приезжали иностранцы. До 15-20 стран иностранных. И лазили там на Меганом, мыс Капчик. Везде. Самое интересное, одно из корпоративов было проведено на горе. Нас отвезли На туда. Меганоме, скорее да, всего. Да, да, Потому нас что там отвезли, Меганом. нас отвезли туда на автобусе. Там были лошади, там было все. Но ветер был и холодно. На корпоратив там у вас был? Корпоратив был, да. Вот Это вы, наверное, завершение конференции там было, Игорек. с горы не прыгали в море? Нет, там, это не после разогрева? Нет, не прыгали. Не прыгали. Но очень удивлялись иностранцы. Они такого вообще никогда не видели, никогда такого не знали. Для них это так было все дико, так интересно и все. У нас очень много иностранцев было каждый раз. Да. Вы там часто бывали, да? Да, А вы 15 лет подряд. В основном летом были? Или... Абсолютно. Приблизительно 6 июня до числа 15 июня. Всегда. С 6 июня по 15, Да, это где-то 9 дней 9-10 приблизительно. дней, да? Да, 9-10 дней. Причем конференция шла каждое утро с 9 утра и приблизительно до 5-6 часов вечера. Вы там заседали, да? Абсолютно выступления, презентации. Конференции. И Да, что вы там с 9 утра до 5 вечера а потому сидели, что спали? ну зачем же? Разные выступления на разных этих самых секциях. Ты что? Вот у меня были электронные книги, электронные носители. То, что вы не любите. Я не очень любила, но это я полюбила, потому что я на этом работала. Я умела даже, представь себе, умела сама вести, когда вела презентацию. Нет, я имел в виду- Мне никто не помогал. Тут уже все я и включала, и на экране показывала, и все делала. Это я умела. Я имею в виду, вы сами только бумажные книги читаете. А читаю бумажные книги, а рекламировала электронные. народу Они впаривали учебные. электронные, Они да? учебные, Игорек. Они учебные. Они учебные. Причем у нас были очень хорошие книги учебные. То есть у меня не было проблем с рекламой. Не было. Книги были хорошие. Гостиница «Космос», Валентина Ивановна. Какие Ой. ассоциации? О, ты знаешь, какую тут историю Блин, влипла? что у вас не спросишь, у вас все, на все ответ Я- есть. А я влипла. А? Да, моя подружка говорит, Ага. слушай, ты не хочешь заработать? А я говорю, а кто не хочет заработать? Вот именно. В те времена, особенно, когда черт чего и рыбки зонтик. Во все Я говорю, времена. давай. Она ей говорит, приходи в космос, здесь будет презентация чего-то, чего-то. Причем я эту Вот он, космос. подружку хорошо, Игорек, знала. Ага. Ты понимаешь, я ей поверила. Я пришла. В этом космосе огромный зал. Нас было человек 500. При входе... Конференц-зал или Да, концертный? конференц-зал огромный. Я здесь на концерте Кузьмина был в этом. Нет, а это космосе. конференц-зал. Значит, заполнить анкету.
Я анкету заполняю, смотрю, мне в вопросах не все нравится. Но думаю, ладно, я ее заполню. Заполнила, сели. Начинается презентация, маркетинговый ход о какой-то фирме, которая дает заработать денег буквально за полгода. Ты становишься состоятельным человеком, а через год ты можешь чуть ли не купить машину, поехать отдыхать и так далее и тому подобное. Я так думаю, очередной лохотрон. Вот слушай, начинают выскакивать некоторые товарищи, которые говорят, вот я проработал 4 месяца, и у меня уже то-то, то-то. Мне следующий выскакивает, а я уже год отработал, я имею то-то, 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 а анкету я заполнила. И потом говорят, нас таких оказалось 50 человек. Принесли столики. Какой лохов. Да, поставили столики, за столики сели девочки, и все, начинают вызывать. Мой там, предположим, номер 45-й. 45-й, я встаю, это я, подхожу к этой девочке, она начинает говорить, вот, пожалуйста, вы вот прослушали все, как вы считаете, давайте заключать договор. Я говорю, нет, я заключать договор с вами не буду. А почему? А договор какой? На внесение ваших денег, да? Нет, сначала, что я доверяю этой фирме и т.д. и т.п., и то, что я принимаю участие в ее работе, да, и что я не буду делать ни того, ни того. Ну, там целый список всего, чего можно, чего нельзя. Пойдемте. Опа. Тихо, Осторожно. тихо, тихо. Сейчас уедет. Ну и вот. А почему вы не будете? Ну, я не стала подробностей говорить. Я говорю, вы знаете, я поняла, что здесь надо очень много работать. Пойдемте. Очень много работает? Да, а у меня больная мама, и я за ней ухаживаю. Давайте перейдем вот здесь. Все идут, и мы пойдем. Да, а у нее уже Игорек. У нее уже лежит моя анкета. Ага. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, мою анкету. А зачем? Я говорю, дайте посмотрю, что я там окончательно подставила подпись или нет. Она мне дает в руки, и я ее на глазах разрываю. Вот так, не оправдали ее надежды. Не оправдала ее надежд. Но это не самое главное. Я когда все это уяснила и пошла к этой знакомой, она тоже была директор библиотеки, она была нормальным человеком. Я пришла к ней и говорю, слушай, во что же ты меня втравила? Это же полный лохотрон, это же полная разводиловка. Она и говорит, извини, пожалуйста, но там нужно было так, чтобы я получила какие-то деньги, я должна была привезти 5. И я была 5-я. И вы тоже самое подписали, чтобы получить какие деньги, вы еще должны 5 привезти. Конечно, конечно. Пирамида классическая. Я-то разорвала все. И все. Я говорю, знаешь что, я настолько тебя уважала, настолько ты хороший человек, но я бы никогда в жизни от тебя такого не ожидала. И лично я бы никогда не позволила с тобой бы так поступить. И поэтому для меня вот этот космос, он остался черной дырой, и все. И как-то один раз тут какие-то танцы предлагали. И даже был какой-то разговор. Я даже не поехала. Я говорю, мне совсем не нравится. Гляньте, какой. Ух ты, какая красотища. Красотища. Во всех соцсетях. Ну еще бы, куда же деваться-то? Надо же как-то деньги зарабатывать. Музей космонавтики. Да, где мы с вами? Там мы с тобой уже все облазили, все посмотрели, со всей охраной переругались, все у нас было. Нет, ну мы спорили с ней, мы спорили и говорили, ну пропустите нас, пожалуйста. Не, ну это не охрана, это менты там были, стояли просто. Да нет, черненькие стояли, не очень. Черненькие стояли. Черненькие, беленькие. Главное, ворота закрыты были. Я тебе когда-нибудь покажу свой портрет, нарисованный художником на выставке нашей, когда мы работали. Но он у меня на другой квартире, куда я пока сейчас доступа из-за ремонта не имею. Вот. Ты знаешь,
обычный художник, Игорек. Я вообще не люблю этих вещей. Как-то, знаешь, то стилизировано, то еще чего-то, да? А он схватил суть. Вот когда ты увидишь, и ты сразу поймешь. Он схватил суть. Как раз у меня болел муж, уже был второй инсульт. И я, конечно, работала, держалась, а он все это уловил. Он меня вот именно сделал такой, какой я была на самом деле. Этот вот у меня портрет сохранился, это уже после пожара. Ну, Вот хоть так. что-то осталось. Сохранилось, да. Там я настоящая. Ну, возле вот метро, что-то там народу много. Где? Возле самой станции метро. Ну и что? А что тебе народ? Не, я просто говорю, Да, что... ну, Игорек, погода немножко исправилась. Не так холодно, во-первых, раз. Да, Дождь- по-моему, сегодня не было. Дождик ушел, 2, ты понимаешь, и люди, конечно, пошли. А ВДНХ, оно всегда пользуется большим успехом. Люди сюда приходят просто отдыхать, Игорек, просто отдыхать, прогуляться. Кто близко живет, особенно недалеко, идут прогуляться. Да. Вот этого я не понимаю. Написано, помогите. На зубы инвалиду. Дело в том, что инвалиду зубы в районной поликлинике сделают бесплатно. Нет, сделают там, вырвут, запломбируют, а установить не Делают, Делают? делают. По-моему, только за деньги. Вот. Нет, нет, Нет? нет. За деньги делают укол, Узнаете танцоров? укол обезболивающий. Давай посмотрим. Никто поет, а вот кто у него на подтанцовке. Она была в Сокольниках, их 2 сестры были. А, и эти куклы. Да. А Это вот, другая уже. это другая. Всех уволил. Не надо. К сожалению, в середине танца у меня села батарея и все вырубилось. Но часть мы запечатлели. Я снял микрофоны, потому что с ними бесполезно. И Валентина Ивановна пошла в пляс. Еще хотите танцевать? Нет, этого танца хватит, А? того хватит. Может, один еще, Валентина? Давайте. Давайте сумку. Сумку давайте.
Жить законом на берегу, что-то любовь могут сделать любой. Только сказать действительность этот день. Где Валентина Ивановна всегда праздник. Посмотрите, никто не танцевал. Только вышла Валентина Ивановна и все пустились в пляс. Вот так. О, Валентина Ивановна, вы лучше. Не уйдешь отсюда, да? Вот узнают. Как потанцевали, Валентина Ивановна? Особенно с детьми. Замечательно. Спасибо вам большое. Дай Бог вам здоровья. Спасибо. И вам Все больше и больше вас узнают, Валентина Ивановна. Господи. Само собой. Я же тебе говорю, в метро 2-3 человека это обязательно.
Ну, сейчас без микрофонов идем. Хорошо. Так что, Ничего не страшного. знаю, будет слышно или нет. Будет видно. Ну да, ну, Так, танцы особо и не нужны были, микрофоны. да. А, все равно отмочили их. Да. Прям как какой завершающий аккорд. Так, ты доволен, что мы поехали? Да. Ну А вы? что, и я довольна. Ну. Слава Богу. Хорошо. Очень здорово нам попались эти танцы. На Да? все, да. На все попали. Вот, вот. Ну вот, дорогие друзья, пришли мы к станции метро ВДНХ. И на этом потихонечку будем заканчивать, Валентина Ивановна. Игоречек, да. Да, Ну, да, скажите да. коротко, а может и не коротко, ваши впечатления? Было замечательно, было интересно, было познавательно, было вкусно, было все здорово. Игорек, большое спасибо за такую прогулку. Большое спасибо. Что самое лучшее было во всей этой экскурсии? Драники? Все было хорошо. Не могу выделить. Драники или танцы, и Валентина канатка Ивановна? прекрасно, и драники прекрасно, и Армения прекрасно, и танцы замечательно. То есть у нас все совпало. Спасибо. Ну, на этом все, дорогие друзья. Вот, Валентина Ивановна, вот так вот. Всё. Чуть пониже, чтобы лицо было видно. Вот делайте так, ставьте лайк, пишите комментарии и задавайте вопросы Валентине Ивановне. А мы будем на этом заканчивать. И я надеюсь, до новых встреч. До новых встреч. Они Спасибо. еще будут, да, Валентина Ивановна? Будут. У нас еще Обязательно. кое-что интересное намечается. Но мы не будем об этом Нет, говорить. нет, тайна. Все, всего вам Пока. хорошего Пока-пока. и до новых встреч. Пока. Отключай.